Друзья, всем привет! Сегодня будем сравнивать моторные масла по вязкости при низких температурах. В эксперименте у нас будет участвовать Роснефть Magnum Coltec 5W30 синтетика, Shell Helix HX8 5W40 и Shell Helix HX7 10W40 полусинтетика. В прошлом видео я уже экспериментировал с этими тремя маслами. На прожарке себя Роснефть повела вполне достойно. Кому интересно, подробно можешь посмотреть по ссылке в описании. Маркировка на канистрах означает температурный режим работы масла. Первая цифра – это диапазон низких температур. В означает зима, что можно использовать масло зимой. А вторая цифра означает режим работы при высоких температурах. Вот перед вами таблица с температурными диапазонами эксплуатации масел разных классов вязкости. Кому интересно, можно поставить на паузу и посмотреть повнимательнее. Для удобства разлил образцы в мелкую тару. Сейчас зальем образцы в химические пробирки. На дне пробирок шарики. В общем, каждый образец у меня подписан. В общем, зальем и вынесем на мороз. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. С помощью шприца добавил уровень, чтобы везде все было одинаково. И, в общем, сейчас отправим все это дело на улицу и будем ждать морозов, чтобы выяснить, кто же у нас лидер по вязкости при низких температурах. Масло должно сужаться, по идее, на морозе с тепла, и пробочки должно втянуть. В принципе, масло густое, будет с мороза бежать, ничего не должно. Итак, друзья, ждем заморозков. Итак, друзья, наконец-то в наш регион пришла зима. Столбик термометра показывает минус 31,4 градуса по Цельсию. В общем, то, что нужно. Сначала проведем пару экспериментов непосредственно на морозе, а затем занесем домой, чтобы посмотреть, какое масло отойдет быстрее. Видно, что Shell Helix 5W40 на долю секунды, но опережает Роснефть. Ну а 10W40, как мы видим, отстает и прилично. Итак, переворачиваем образцы в обратную сторону.
Ну а в обратную сторону, друзья, как мы с вами видим, Роснефть пришла к финишу первой. Shell 5V40 с небольшим отрывом на финише вторая. Ну а Shell Helix 10V40 идет медленно, но верно к финишу последним. Короче говоря, с таким маслом в двигателе, как 10V40 в минус 31, подходить к машине не стоит, чтобы ее заводить. Итак, еще один контрольный забег на морозе. И заносим масло в тепло. Ну а пока внимательно наблюдаем за шариками в колбах. А сейчас мы посмотрим, какое масло будет быстрее отходить в тепле. Образцы только занес с мороза. Итак, внимательно наблюдаем. Но здесь мы видим, что Роснефть лидирует с приличным отрывом. Я так думаю, что после пуска двигателя Роснефть быстрее начнет выполнять свои функции, в отличие от Shell. Ну, а Shell Helix 10V40, как всегда, прилично отстает. В обратную сторону все происходит аналогично. Роснефть среди наших образцов получается лидером. Итак, проэкспериментируем еще разок. Перевернем образцы туда-обратно. В общем, внимательно наблюдаем за шариками. Ну вот, эксперимент подошел к концу. Выводы делаете сами. На мой взгляд, Роснефть при минусовых температурах никак не уступает Shell Helix, а даже превосходит. В общем, друзья, у меня на этом все.
ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии. Всем удачи, пока.